Всем привет! Вы находитесь на канале «Страна меняется» и я его автор Глеб Шумских. Лето, пора отпусков. Вот и я не стал исключением. Сегодня я приехал в Калининград, столицу самого западного региона России. В прошлом году этот регион посетило почти 2 миллиона туристов, что на 9% больше, чем в позапрошлом году. Что же делает этот регион таким привлекательным? Давайте это с вами выясним. А еще поговорим об экономике региона. Что ж, не будем медлить, погнали! Пару слов о городе. Калининград был основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена на месте прусского городища Твангсте. При немцах город носил название Кёнигсберг, что в переводе означает «Королевская гора». Кёнигсберг был столицей Пруссии до 1701 года, пока столицу не перенесли в Берлин. Впервые город стал русским в годы Семилетней войны в 1758 году, но уже 4 года спустя после заключения мира он был возвращен Пруссии. В течение следующих 150 лет город активно развивался, но во время Второй мировой войны город пострадал от бомбардировок британской авиацией, после чего в апреле 1945 года город был взят Красной армией. Уже через год его переименовали в Калининград в честь известного партийного деятеля Михаила Калинина. С тех пор город стал русским, оставшееся немецкое население было депортировано в Германию. Теперь поговорим о современном состоянии города. Население составляет 488 тысяч человек, по этому показателю Калининград на 38 месте среди всех городов России, а в агломерации живет почти 840 тысяч человек. Площадь города составляет 224 квадратных километра. Сзади меня находится один из символов Калининграда – его кафедральный собор. Он построен в готическом стиле. Стройку начали в 1333 году, в сентябре, а завершили в 1380 году. То есть этот собор – ровесник Куликовской битвы. Впоследствии его перестраивали много раз в течение столетий. Но есть нюанс. То, что мы сейчас видим, это реплика. То есть это не совсем настоящий собор. Как же так вышло? Все дело в том, что в 1944 году Кёнигсберг, а именно так назывался Калининград, пострадал в ходе британских бомбардировок. Досталось и собору. Он полностью выгорел. Там остались лишь голые стены. Интерьера не сохранилось. В том числе и орган его. А потом уже советские власти, когда Кёнигсберг стал Калининградом, решили снести и эти руины. Но не стали этого делать. Почему же? Ответ прост. Дело в том, что рядом похоронен великий философ Иммануил Кант, чью могилу мы вскоре посмотрим. И так простояли эти руины до 80-х годов. Сносить их не стали, но и восстанавливать не захотели. Им присвоили статус памятника культуры республиканского значения. А сейчас собор носит статус объект культурного наследия Российской Федерации. И уже только во время перестройки решили на восстановление храма, которое началось уже после развала Союза в 1992 году и продлилось долгих 13 лет, до 2005 года. Что ж, внутри сейчас находится концертный зал с самым большим органом в России. Что ж, давайте, может, послушаем его? Что ж, концерт был замечательный. Я первый раз в жизни слышал орган. Для меня это в новинку, и он меня не разочаровал. Сам же собор внутри поражает своими витражами и потолками. Все выглядит очень величественно, даже несмотря на то, что это новодел. Вот мы и добрались до могилы Канта. Честно, от великого философа я ожидал чего-то большего. Но даже так выглядит весьма скромненько и со вкусом. Я говорю это о могиле или о доме человека. Хотя это одно и то же. Ладно, проехали. Вот раньше пока я ехал сюда, я задавался вопросом, а что такого великого сделал Кант? Потом вспомнил курс обществознания своего
в школе и вспомнил такое понятие, как категорический императив. Именно его сформулировал Кант. Что же это такое? По большей части, категорический императив – это принцип морали, согласно которому человек должен поступать таким образом, чтобы максимальным правилом своего поведения мог стать всеобщий закон. Ну, то есть, как сказал Конфуций, не делай другим того, чего не желаешь себе. Примерно то же самое сказал и Кант. Там есть 3 формы этого закона, но мы в философию углубляться не будем. Но в целом собор оставил отличное впечатление, даже несмотря на то, что это новодел. Я доволен. Поэтому двигаемся дальше. За моей спиной находится Музей Мирового океана, один из главных музеев города. Здесь представлены различные экспозиции, посвященные Мировому океану. Что ж, давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там да как. Музей Мирового океана был основан в 1990 году, однако полноценное его открытие состоялось в 1994 году, когда на научно-исследовательском судне «Витязь» были оборудованы выставочные площадки. В главном здании музея можно увидеть макеты скелетов всякой морской живности, а также различные окаменелости, например. Также в музее много интерактивных экспонатов, которые можно потрогать спокойно руками, а также интерактивных стендов, на которых размещена информация о Мировом океане. Заострим внимание на этом экспонате. Это глубоководный аппарат «Мир». Он был построен в Финляндии в начале 80-х годов. Всего было построено 2 экземпляра. Они использовались в различных экспедициях. Например, на озере Байкал 15 лет назад. А также в съемках фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. Они считались одними из лучших в своем классе. Но вот уже 10 лет, как они находятся в музее. Теперь на них может посмотреть любой желающий. А еще в витринах представлены различные приборы, которые занимаются измерениями, связанными с океаном. А еще представлены различные мелкие животные, которые живут в океане. Также здесь есть аквариумы с рыбами. Выглядит это все, конечно, очень интересно. Но по сравнению с Москвариумом, конечно, это не сравнится. Интересно, о чем думают эти рыбы?
помимо внутренней экспозиции, на набережной представлены различные суда. Это, например, плавучий маяк. Например, научно-исследовательское судно «Витязь», которое было спущено на воду еще при немцах, но после Второй мировой войны по результатам репараций было передано Советскому Союзу. Именно научно-исследовательское судно «Витязь» в 1957 году измерило максимальную глубину Марианской впадины и всего Мирового океана, а также 2 года спустя установило мировой рекорд глубоководной якорной стоянки – 9600 метров. И это лишь немногое, что я вам показал. На самом деле, здесь еще много чего интересного есть. Правда, хронометраж ролика не позволяет все показать. Поэтому приезжайте сюда обязательно и убедитесь во всем сами. Поэтому Музей Мирового океана в зачет. Двигаемся дальше. Сзади меня находится Рыбная деревня, одна из точек притяжения туристов в городе. Она была построена 15 лет назад и с тех пор является одним из символов города. Просто вбейте в поиск Калининград, и она выйдет одной из первых. Что ж, этот новодел воссоздает архитектуру и стиль старого Кёнигсберга. Сейчас здесь находится гостиница, всякие кафе, рестораны. Поэтому особой исторической ценности для туриста она не представляет. Это просто аттракцион. Поэтому мы с вами сейчас посетим другой район на другом конце города. И вот его точно стоит посетить. Что ж, давайте туда отправимся. Ну а если вам не интересны новоделы, тогда я рекомендую посетить исторический район Амалиенау, где сохранились старые виллы начала 20 века, построенные в так называемом югенд-стиле. Это немецкое направление модерна или ар-нуво, как кому удобно. Район Амалиенау был построен по популярной в те годы концепции «город-сад», где во главу угла ставится озеленение улиц и малоэтажная застройка. Причем не обязательно двухэтажные. Я встречал дома и повыше. Район Амалиенау заселяли зажиточные граждане, предприниматели, банкиры, архитекторы, чиновники, в общем, представители буржуазии. То есть это был довольно элитный район. В нем было все. Канализация, водопровод, электричество, газ. Все виллы строились по индивидуальным проектам. Ни одна из них не повторялась. А сейчас мы можем увидеть так называемую виллу Шмидта. Ей владел предприниматель Карл Шмидт, который производил минеральную воду Луизенбруннен, источник Луизы. Сама вилла сейчас является объектом культурного наследия регионального значения и является визитной карточкой района Амалиенау. Сам район получился очень антуражным, он передает дух эпохи того времени, в отличие от Рыбной деревни. И обязательно стоит вашего внимания. Жалко, что я прошелся не так много и мало что смог увидеть. Но даже этого мне хватило. А мы двигаемся дальше. Отгадайте, что объединяет такие компании, как ВК, Яндекс, Авито и сеть клиник «Мать и дитя», помимо того, что это российские компании? Ответ. Они все зарегистрированы здесь. Мы на острове Октябрьский. С 2018 года он носит статус специального административного района, то есть, по-простому, офшора. Это один из 2 легальных офшоров на территории России. Второй находится на острове Русский во Владивостоке. Там, например, прописан Т-банк. И спойлер, там он такой не один. Прописка в отечественном офшоре стала особенно актуальной для нашей компании после 2022 года и введения санкций. Далеко не каждая компания может стать резидентом офшора, потому что есть очень жесткие условия для того, чтобы она была прописана. Ну то есть, они должны инвестировать более 300 миллионов рублей в инфраструктуру региона, нанять не менее 15 человек из местных, арендовать или купить офис с площадью более 50 квадратных метров. То есть такие жесткие условия довольно. Но, тем не менее, хорошо, что у нас есть свой офшор.
И уже сейчас многие компании... Многие компании рассматривают возможность переезда, например, из заграничных офшоров в наш офшор, вот именно сюда, на остров Октябрьский. А помимо офшора здесь также есть, например, вот недавно открылась Третьяковская галерея, точнее ее филиал в Калининграде. А еще на подходе филиал Большого театра. Сейчас он на завершающей стадии. Его планируют открыть к концу года. Также здесь Балтийская музыкальная школа там. И вон там вдалеке стадион Ростех, который был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вообще, у властей огромные планы на эту территорию. Тут планируют построить очень много городских кварталов и различного рода кластеров. Теперь поговорим немного об экономике региона. Доля валового регионального продукта Калининградской области, по данным Центробанка, составляет 0,5% от ВВП страны за 2024 год. Кому-то это может показаться слишком маленьким, но я вам скажу, что это еще нормально. Такой же показатель у промышленно развитой Калужской области. Санкции 2022 года очень сильно ударили по автомобильной промышленности региона, в частности по заводу «Автотор» в Калининграде, который до санкций выпускал автомобили BMW. Сейчас же он выпускает автомобили китайских марок и пытается производить автомобили под своим брендом Amber Auto. Также санкции оказали влияние на транзит товаров через Европу. Дело в том, что Калининградская область — это полуэксклав, то есть регион не имеет сухопутной границы с остальной частью России. Регион граничит с Польшей и Литвой, которые являются недружественными странами. Литва в 2022 году уже ограничивала транзит товаров через свою территорию, но тогда все вроде обошлось. Сейчас же, например, стройматериалы в Калининградской области намного дороже, чем в остальной части России. Что же касается новых заводов, то можно отметить новый завод литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, который Росатом строит близ города Неман. Открытие запланировано на сентябрь этого года. Завод будет производить батареи для электромобилей марки «Атом». Завод будет располагаться на месте планируемой Балтийской атомной электростанции. Также из предприятий есть завод компании Грюнвальд, которая производит прицепы для грузовиков. Теперь поговорим о туризме. В последние годы туризм в Калининградской области переживает подъем, который не снился даже немцам. Как я уже говорил в начале видео, в 2024 году регион посетило более 2 миллионов туристов. На фоне санкций регион кажется привлекательным для туристов своей европейской архитектурой. Недаром его называют русской Европой наряду с Петербургом. Добраться до Калининграда удобнее всего самолетом. Самолеты летают из разных городов России. Из-за санкций ЕС они летят не напрямую, а делая крюк над нейтральными водами Балтийского моря. Также можно приехать в Калининград на поезде из Москвы и Петербурга, но поезда идут через Литву, а для транзита через нее требуется упрощенный проездной документ, который нужно получать в консульстве. Также еще можно приплыть на пароме из Санкт-Петербурга, однако он будет плыть целых 45 часов. Развивая тему туризма, хочется выделить один из инфраструктурных проектов, который реализуется в Калининградской области уже сейчас. Речь о круглогодичном курорте Белая Дюна, который строится в рамках федерального проекта «5 морей и озеро Байкал». Проект включает в себя не только строительство гостиничных комплексов, но и строительство жилой инфраструктуры. Инвестиции составят внушительные 379 миллиардов рублей. Открытие комплекса планируется к 2030 году. И еще одной статьей дохода Калининградской области можно назвать игорный бизнес. С 2009 года казино в России можно открывать только в специальных игорных зонах. И одна из них, Янтарная, находится в Калининградской области. Сейчас там действует только одно полноценное казино – казино Собрание. Оно, кстати, одно из крупнейших в Европе. Ну а если вам наскучил Калининград, в области есть много интересных городов, которые обязательно стоят вашего внимания. Например, Зеленоградск, который расположен на берегу Балтийского моря, недалеко от знаменитой Куршской косы. Ранее этот городок носил имя Кранц и был очень популярным курортом среди немцев. Сегодня же он носит статус курорта федерального значения наряду с Анапой и Сочи. Также этот город – рай для кошатников, в том числе и меня. Потому что именно здесь, в 2012 году, был открыт музей котов и кошек «Мурариум» в старой водонапорной башне. Туда мы еще обязательно придем. Также здесь очень много бродячих кошек, которые ухоженные. Видно, что о них заботятся. И, да, если вы не поняли,
Сейчас будет очень много кошек. Но потому что это Зеленоградск. Также посетим с вами променад местный и посмотрим на море, что ли. Потому что я так соскучился по морю. Ладно, давайте уже приступать. Кранц был основан в 1252 году. Тогда там возникла деревня прусских рыбаков, которая называлась Пилкопен, то есть прибрежное городище. А уже 30 лет спустя там образовалось селение Кранта-Круг. Это трактир на берегу с перевода. Но уже потом селение переименовали в Кранц. Курортом же он стал в 1816 году, когда решением земельного министра Теодора фон Шön открыли морской курорт, а статус королевского курорта Кранц получил в 1844 году. Однако в советские годы он утратил свое курортное значение, которое было возрождено уже в прошлом десятилетии нашего века. А сейчас мы зайдем с вами в одно место, где делают одно из самых лучших мороженых, которые я когда-либо пробовал. Пойдемте. Я уже хочу есть. Что ж, я купил два вкуса мороженого. Тут у нас роше, и внизу молочный шоколад. Все обошлось в 340 рублей. Ну, за такую большую порцию, я думаю, это нормально. Что ж, давайте пробовать. Попробуем. Так. Вот так выглядит роше. Божественно. Реально по вкусу напоминает Ферреро Роше. Эти конфеты. Смотрите, что тут даже есть. Тут и вафля, и ореховые нотки, и шоколад. Вот тут вот небольшая часть тут. Это, походу, шоколад, что ли. Надеюсь, не слишком громко. Угу. Да, вафля с шоколадом. Очень вкусно. Да. Давайте, может, внизу шоколад просто подцепим. Хотя, мне кажется, он отличный. Шоколадное тоже неплохо. Прям отчетливый вкус шоколада. И он, главное, отличается вот от роше, типа, просто может показаться, что роше, типа, это то же самое, что и шоколад, но нет. Это немножко разные вещи. У роше больше орехового вкуса. У шоколадного, понятно, его нет. Если что, извините за шум. А так, очень достойное мороженое. Будете в Зеленоградске, заходите сюда. Не пожалеете. Если говорить о кошачьей теме Зеленоградска, то здесь очень много арт-объектов, муралов, посвященных как раз-таки кошкам. И это выглядит очень мило. Вот подборка некоторых из них, которые я сумел сфотографировать. Все то время, что я гулял по Зеленоградску, меня не покидало ощущение того, что ты находишься не в России, а где-то в Европе. Но оно и не удивительно. Кругом одни здания в европейском стиле. Смотрите, тут даже есть шахматы городские,
Просто нарисовали на тротуаре шахматную доску и расставили фигуры. В них можно играть. Выглядит очень круто. Мы находимся на главной пешеходной улице города, Курортном проспекте. По его сторонам расположены уютные европейские домики начала 20 века. Примечательно то, что это не новоделы, как многие думают, а это все отреставрированные здания из прошлого, что добавляет лишь ценности этому городу. Дом слева — это доходный дом сестер Шуц. Дом получился симметричным, потому что, предположительно, они были близняшками. Но даже без знания этого факта, дом получился очень красивым, и он, кстати, включен в реестр культурного наследия народов России. А сейчас мы с вами посмотрим на кошачьи домики, которые установили несколько лет назад. Справа от нас находится торговый дом Звездного неба. Раньше это был аналог ГУМа, только в Кранце. Он был очень популярен среди туристов. Справа сейчас можно увидеть вендинговые автоматы. В них продается кошачий корм и водичка для кошек по небольшим ценам. И возле них постоянно трутся коты и кошки, чтобы туристы их покормили и напоили. И выглядит это очень умилительно. Местные коты и кошки, по моим наблюдениям, вроде как привыкли к тому, что их постоянно тискают туристы, и они их практически не боятся. Вот в таких вот красивых домиках живут кошки Зеленоградска. Сами домики внутри отапливаемые, что является большим плюсом. У кошек есть все необходимое для жизни: еда, вода и прочее. А также это еще одна достопримечательность города. Просто посмотрите, как они мило лежат. Вообще, Зеленоградск оставил у меня только положительные впечатления. Я впервые в России вижу настолько комфортный для прогулок и для отдыха город. Котики того стоят. Огромная водонапорная башня — это и есть музей-мурариум, который был открыт в 2012 году и который заложил основу современного туристического Зеленоградска. Ну а мы отправляемся в следующий город. Пока мы едем в другой город, немножко поговорим о дороге, по которой мы едем. Как вы можете заметить, по обеим сторонам высажены деревья. Они были высажены еще при немцах. И очень часто, особенно в ночное время, они становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Именно поэтому они получили прозвище «последние солдаты вермахта». Мы в Балтийске. Это самый западный город России. База Балтийского флота Российской Федерации. Бывшее название города — Пилау. Здесь расположена одноименная крепость. Что ж, давайте посмотрим, что здесь осталось от немцев. А от немцев здесь осталась величественная крепость, которая до сих пор является военным объектом. Именно поэтому попасть туда сейчас очень сложно. Саму крепость начали строить в 1626 году шведы, но закончена была уже, когда Пилау стал частью Пруссии. До 1999 года крепость была закрыта для посещения, однако сейчас там действует филиал Музея Балтийского флота. Однако попасть туда можно только гражданам Российской Федерации и только с экскурсией, то есть просто купить билет и пойти нельзя. Также здесь осталась старая европейская архитектура в готическом стиле. Например, справа можно будет вдали увидеть здание реальной гимназии
Сейчас оно пустует, надеются, что восстановят его и что-нибудь там устроят. Гуляя по улочкам старого Балтийска, складывается впечатление, что находишься не в России, а где-нибудь в Голландии, потому что очень похожая архитектура. Однако советская архитектура, которая здесь все еще присутствует, возвращает тебя в реальность. Прямо сейчас перед нами маяк Пилау. Он был построен в 1813 году, и это самый западный маяк России. Кстати, он до сих пор действующий. Его высота составляет 33 метра над уровнем моря. А сейчас, дорогие зрители, мы посмотрим с вами с воды на ту часть Балтийского флота России, которая приписана к порту Балтийска. В частности, справа вы можете увидеть малые ракетные корабли. Ближайший к нам это корабль Советск, а дальний — Одинцово. Все они относятся к одному проекту, это проект Каракурт. Все они были заложены 10 лет назад и введены в строй 5 лет назад. Говоря о Балтийске, хочется еще отметить, что из-за его значимости как военно-морской базы, так как это крупнейшая военно-морская база в России на Балтийском море, долгое время город был закрытым, и только в 1994 году его открыли для граждан России. А сейчас мы с вами увидим флагман Балтийского флота, эскадренный миноносец проекта 956А «Сарыч», носящий гордое название «Настойчивый». Корабль был заложен в 1988 году и был спущен на воду в 1991 году, незадолго до развала Советского Союза. С тех пор он регулярно появляется на разных празднованиях, в частности на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. А сейчас можно увидеть то, что осталось от аэродрома Нойтив, который был построен немцами еще в 1939 году для гидросамолетов, и который после Великой Отечественной войны использовался уже Советским Союзом. Аэродром был закрыт всего 30 лет назад, и с тех пор он пустует и постепенно разграбляется. По левому борту от нас находятся малые десантные корабли на воздушной подушке проекта «Зубр». Таких в России осталось всего 2, и оба находятся в Балтийске. Еще пара штук находится в Греции и Китае. Эти корабли используются редко, в частности, они используются в рамках учений. Что ж, Балтийск мы с вами посмотрели. Давайте двигаться в следующий город. Мы находимся на пляже поселка городского типа Янтарный. Этот пляж первым в России в 2016 году получил престижную награду «Голубой флаг». Оскар для пляжей, скажем так. Здесь очень чистый песок. Сейчас никто не купается, потому что шторм. Я даже не уверен, слышите ли вы меня вообще. Но даже так, я уверен, что в туристический сезон здесь будет битком. Все-таки место довольно популярное. Ну, давайте хоть на море посмотрим. Ой, этот шум моря. При немцах Янтарный носил название Пальмникен. Помимо пляжа, он известен тем, что именно тут находится 90% всех мировых запасов янтаря. Именно в Янтарном находится крупнейшее в мире и единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу янтаря. Это Калининградский янтарный комбинат, который был основан в 1947 году. В самом поселке очень приятная курортная атмосфера. Я реально рекомендую сюда приехать одним днем, посетить пляж и местную церковь, которая открылась в здании бывшей кирхи. Ее мы скоро увидим.
Возвращаясь к теме янтаря, хочется сказать, что он настолько важен для янтарного, что это находит отражение даже в одном из лучших его ресторанов – Янтарной легенде. В его отделке использовался янтарь, однако, когда я спросил официантов об этом, мне сказали, что сейчас янтарь заменяется оргстеклом. А сейчас мы находимся в храме Казанской иконы Божьей Матери, который располагается в здании бывшей лютеранской кирхи. Само здание было построено в 1887 году по инициативе Мориса Беккера, и только в 1991 году оно было передано Русской Православной Церкви, и здесь был открыт храм. Давайте посмотрим, что же внутри. А внутри это обычный православный храм. Очень немногое напоминает о его прошлом. Но даже так выглядит очень красиво, и это не похоже ни на одну церковь, которую я когда-либо видел в жизни. Что же, поселок Янтарный мы посмотрели, можно теперь ехать дальше. Мы находимся в Светлогорске, бывшем Раушине. Этот город также носит статус курорта федерального значения, как и Зеленоградск. Символ города – башня водолечебницы, построенная в 1900 году. Сейчас это часть военного санатория. Светлогорск был основан в 1258 году и до XIV века назывался Рауше-Мотор, но впоследствии был переименован в Раушен, что в переводе с немецкого означает «шуметь». В те годы на озере Мюллентайх находилась крупнейшая мельница в округе. Курортная история Раушена начинается 24 июня 1820 года, когда был официально открыт курорт. А статус курорта национального значения он получил в 1840 году после коронации короля Фридриха Вильгельма IV. Однако до начала 20 века курорт был немноголюдным. Все изменилось, когда в 1900 году сюда пришла железная дорога. До начала Первой мировой войны в городе были построены ипподром, фуникулер и променад. В 30-е годы Раушен был излюбленным местом отдыха у политической верхушки Третьего Рейха. И не только. В 1939 году курорт посетило 11 тысяч туристов. 14 апреля 1945 года город был взят Красной армией и в 1947 году был переименован в Светлогорск, а в 1999 году он был признан курортом федерального значения. Сейчас в городе проживает более 16 тысяч человек, а площадь города составляет 21 квадратный километр. В 2017 году Светлогорск посетило 600 тысяч туристов, то есть более чем в 50 раз больше, чем в 1939 году. Бустером к развитию туризма в Светлогорске послужил чемпионат мира по футболу 2018 года. Именно благодаря нему центр города был благоустроен и отреставрирован, а также открылась тренировочная база «Балтия». В частности, ей пользовались сербы во время чемпионата мира. И до сих пор здесь есть сербский сквер, который посвящен русско-сербской дружбе. Поговорим о транспортной доступности. До Светлогорска добраться удобнее всего на комфортабельной «Ласточке» за 40 минут. Также можно добраться из Калининграда на автобусе, но вы будете ехать почти 1,5 часа. Так что решайте сами, как вам удобнее. А это концертная площадка Театр эстрады Янтарь Холл. Он был открыт 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор там ежегодно проходит музыкальный фестиваль КВН. Вообще Светлогорск мне очень понравился. Очень уютный, комфортный городок, наравне с Зеленоградском. Жалко, что я здесь всего на один день и не смог, например, увидеть променад, потому что он на реконструкции. Но ничего, в следующий раз увидим. Это определенно один из тех городов, которые вы обязаны посетить в рамках своего путешествия. Уютная европейская архитектура, приятные улочки, море, наконец. Что еще нужно для комфортного и уютного отдыха? Только если море сделать потеплее и погоду, чтобы было градусов 25 плюс.
Еще один интересный факт о Светлогорске. Это единственный город в России, который участвует в международной программе «Медленный город». В честь этого даже памятник установлен в виде улитки. Смысл этой организации заключается в создании комфортной городской среды и неспешности жизни. В этом здании раньше была католическая капелла. В советские годы здесь был кинотеатр, а в 1995 году на свои деньги Андрей Макаров открыл здесь органный зал. Он действует до сих пор. Здание лютеранской кирхи было построено в 1903 году. Сегодня же здесь действует православный храм Серафима Саровского. Это прекрасное строение, выполненное в неоготическом стиле. В день моего приезда, к сожалению, она была на реконструкции, но я уверен, что когда она закончится, здание будет только краше. Что ж, Светлогорск мы с вами посмотрели. Давайте двигаться дальше. Прямо сейчас мы направляемся в один из главных заповедников Калининградской области. Речь, конечно же, идет о знаменитой Куршской косе. Немного истории. Раньше на территории Косы проживало племя Курши, которое занималось в основном рыболовством и охотой. Но уже в 13 веке на эти земли пришли рыцари Тевтонского ордена и покорили Куршей. С тех пор они ассимилировались современными латышами и литовцами и растворились. О культуре Куршей мало что известно, так как у них не было письменного языка, а последние носители языка умерли в 17 веке. Но вернемся к Косе. После завоевания этих земель тевтонцами началась вырубка здешних лесов для строительства замков и дорог. Вырубалось так много деревьев, что это привело к катастрофе. Началось движение песков, засыпало целые деревни. И только в середине 19 века Вильгельм Франц Эффа предложил проект по восстановлению лесов на Косе. Работы завершили к началу Первой мировой войны, высадили деревья, построили искусственную авандюну. Также здесь действовала старейшая в Европе орнитологическая станция, которая работала с 1901 по 1944 год. Впоследствии советские власти восстановили эту станцию. Также в годы советской власти здесь процветало рыболовство. Было открыто множество совхозов, но с развалом СССР они пришли в упадок. И, наконец, в 2000 году Куршская коса вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы находимся в так называемом танцующем лесу. Этот лес известен тем, что некоторые стволы его деревьев изогнуты очень причудливым образом и образуя петли. С этим связано множество легенд. Например, то, что если пронести младенца через эту петлю, которая образовалась из ствола дерева, то он будет здоров от всех болезней. Но все это рушится, потому что есть тот факт, что этот лес был высажен всего 65 лет назад, в 1961 году. Доподлинно неизвестно, почему эти деревья так изогнуты. Есть мнение, что это из-за гусениц, которые едят побеги, там, молодые растения. Поэтому они так изогнуты. В общем, доподлинно это вам никто не скажет. Но даже так, приятно знать, что есть какие-то легенды, связанные с этим местом. Вот, кстати, одно из таких вот причудливо изогнутых деревьев. Они, как видите, ограждены забором. Это чтобы туристы не залазили в эти петли и не застревали там. У многих может возникнуть вопрос, а почему Куршская коса входит в список наследия ЮНЕСКО, если это искусственное созданное пространство? Я вам отвечу. Дело в том, что она входит в список ЮНЕСКО по критерию «культурный ландшафт». Это специально созданный критерий для таких вот заповедников. Вообще поражает, как человек сначала уничтожил эти леса на косе, а потом восстановил их. Это поражает на самом деле.
Мы находимся на вершине высоты Эфа. Это самая высокая точка Куршской косы, которая находится в России. С нее открывается вид не только на Балтийское море, но и на Куршский залив и рядом лежащую деревню Морское. Отсюда и правда открываются завораживающие виды на Куршский залив и Балтийское море. Давайте сейчас спустимся с высоты Эфа и пойдем к берегу Балтийского моря и походим по его пляжам. Купаться, понятное дело, не будем, потому что вода очень холодная. Просто с вами посмотрим на море. Кстати, интересный факт о Балтийском море. Это одно из самых наименее соленых морей России. Его соленость составляет всего лишь от 5 до 10 промилле. Я лично пробовал воду Балтийского моря, и на мой вкус она вообще не соленая, что странно для моря. А что же касается самой Куршской косы, то она мне понравилась. Здесь очень красивые пейзажи и очень красивая природа. Сюда точно стоит приехать еще раз. Но это уже будет в другой раз. Непередаваемые ощущения. Вот и закончилась моя поездка по Калининградской области. Регион оставил только положительные эмоции. Сюда определенно стоит приехать еще раз. Это я, возможно, когда-нибудь и сделаю. Ну а пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и до новых встреч. Всем пока!